Виктория Смирнова получила звонок в один из обычных октябрьских дней 2024 года. Прошло 6 лет с тех пор, как ее дочь Алина исчезла в ночь выпускного бала в частной академии «Лазурный край» в Ялте. 6 лет безуспешных поисков, бессонных ночей и мучительных вопросов без ответов. На том конце провода был Алексей Волков, новый управляющий зданием академии. «Госпожа Смирнова, пожалуйста, приезжайте как можно скорее. Мы нашли нечто важное», — сказал Алексей. Виктория ощутила, как замерло сердце. Что-то в голосе мужчины заставило ее понять. Это необычная находка. «Что именно вы нашли?» — спросила она, едва сдерживая дрожь. «Лучше вам увидеть это самой. Мы обнаружили старый чемодан во время ремонта подвального помещения главного здания. Чемодан розового цвета с инициалами АВС. Алина Викторовна Смирнова», — рассказал управляющий. Не раздумывая, Виктория позвонила мужу Дмитрию, влиятельному промышленнику и генеральному директору крупной корпорации. Спустя час они уже были в пути. Академия «Лазурный край» когда-то была предметом гордости семьи. Престижная школа, в которой обучались дети политиков, дипломатов и бизнес-элиты. Алина была отличницей, активисткой, мечтала поступить на юридический факультет в университет Женевы. В день ее исчезновения, 18 июня 2018 года, ей исполнилось 18 лет. После торжественной части и приема в актовом зале она исчезла. Больше ее никто не видел. В подвале академии Волков встретил их у лестницы со словами: «Прошу прощения, что вам приходится видеть это. Мы демонтировали одну из стен, чтобы проложить новую проводку. Одна секция выглядела подозрительно новой. За ней мы нашли замурованное пространство с чемоданом». Они спустились в полутемный коридор. Там среди пыли и кирпича лежал розовый чемодан. Инициалы были тусклыми, но читаемыми. Внутри чемодана вечернее платье, туфли, косметика и в боковом кармане паспорт Алины. «Если она планировала сбежать, зачем оставлять паспорт?» — задумалась Виктория. Прибывший детектив Антон Зайцев, участвовавший в первом расследовании 6 лет назад, стоял перед чемоданом с тяжелым чувством. Он внимательно осмотрел его и присел, чтобы изучить кирпичную кладку и материалы стены. Следы цемента были свежими по сравнению с остальными стенами подвала. «Почему мы не заметили этого раньше?» Пробормотал он скорее себе, чем кому-то еще. Все это время улики были буквально за стеной. Тогда, в 2018 году, никто даже не предположил, что кто-то мог создать фальшивое пространство в здании с повышенными мерами безопасности. Это открытие не только меняло ход расследования. Оно поднимало вопрос о том, кто и как мог замести следы под самым носом у всех. Документы показали, что в июне 2018 года доступ к подвалу имели только несколько человек: бывший директор академии Артемий Павлов и глава охраны Иван Пономарев. Последний погиб в 2021 году в ДТП. Павлов, харизматичный мужчина с обаянием опытного педагога, с первого взгляда вызывал доверие. Он активно включился в поиски, организовал добровольные отряды из числа преподавателей и студентов, координировал работу с полицией и даже лично проводил обходы территории академии. Он встретил Викторию и Дмитрия с демонстративной заботой, заверяя их в полной поддержке со стороны школы. Однако, несмотря на внешнюю доброжелательность, Виктория ощутила странную фальшь в его голосе, едва уловимую ноту напряжения, будто он старался контролировать нечто большее, чем просто эмоции. Видеозаписей за ту ночь не сохранилось, так как система хранения перезаписывает данные каждые 5 лет. Бумажные журналы показали, что Алина покинула актовый зал в 23 часа
46 минут. После этого никаких следов. Позже детектив получил подтверждение, что на чемодане отпечатки 3 человек — Алины, Виктории и Артемия Павлова. В чемодане также нашли волокна рубашки голубого цвета и мужские волосы. Анализ ДНК показал совпадение с Павловым. Шокированная Виктория вспомнила слова дочери за ужином в день выпускного. Тогда, с сияющими глазами, Алина рассказала, что директор академии предложил ей уникальную академическую стипендию на обучение в одном из престижных университетов Европы. Он отметил, что стипендия якобы предназначена только для самых выдающихся выпускников, и что детали он хотел бы обсудить с ней лично, после выпускного в своем кабинете. Виктория помнила, как дочь немного смущенно, но взволнованно делилась этой новостью, считая это шансом всей своей жизни. Теперь эти воспоминания казались тревожным предвестием. Записи в найденном дневнике Алины подтверждали. Артемий Павлов на протяжении нескольких месяцев систематически устанавливал с ней неформальные отношения под предлогом академического наставничества, приглашая ее на кофе после занятий, расспрашивая о семье, отношениях и личных переживаниях. Он подолгу задерживал ее в своем кабинете, подчеркивая, что видит в ней особенный потенциал, и просил не делиться с родителями или друзьями подробностями их встреч, ссылаясь на конфиденциальность процесса отбора для стипендии. Такие записи становились все более тревожными по мере приближения выпускного. После этого Павлов был арестован. В его доме и подвале нашли фото и видеоматериалы с другими ученицами. После его признания тело Алины нашли за фальшивой стеной рядом с тем местом, где нашли чемодан. Полицейская экспертиза подтвердила признаки ожесточенной борьбы. На теле Алины были обнаружены ушибы на предплечьях и шее, а под ее ногтями сохранились частички кожи нападавшего. Проведенный анализ ДНК показал безусловное совпадение с Артемием Павловым, подтвердив его физический контакт с жертвой в момент нападения. Позже выяснилось, что он был частью организованной сети, связанной с высокопоставленными фигурами. Смерть Алины раскрыла многолетнюю преступную схему, охватывающую образование, бизнес и политику. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.